Всем привет! Вы на канале Влог Катя Важенина. Вот оно, утро в Бангкоке, точнее, в пригороде Бангкока. Не, ну я в Бангкоке, этот район еще Бангкоком считается, потому что еще соединен веткой метро. Идем, покажу вам фудкорт. Блин, по жаре, жара такая, капец, ребят. Просто льет все в 3 ручья. Если на минуту кондиционер выключаешь, все льет. Это выходит. Но с другой стороны, это же хорошо, да? Ой, что тут за объявление? Люмпини парк, кондо for sale. Что-то продают, да. А еще, короче, знаете, в чем, классно метро в Бангкоке. В России, я не знаю, у нас в моем городе метро не было. В Москве кто живет или там в других городах России, напишите мне, есть, нет метро. Допустим, в Бангкоке оно есть. Это туалеты. Это то, чего не было, допустим, в том же Нью-Йорке. В Стамбуле, не помню, по-моему, тоже в Стамбуле не было. Могу ошибаться. Это, в тех городах, где я пользовалась, метро. Вот в Бангкоке есть туалеты. Они убираются, они очень чистые. Есть комната для матери и ребенка. Также и на вот этих надземных переходах тоже. Вон оно, видите, поехал. Пропустила маленько позже, открыла камеру. Вон он едет. В Стамбуле надземное метро называют Мармараем. Здесь это просто надземное метро. Канальчики вот такие. Иду сейчас и увидела во дворе бассейн с водой наполненной. А я и забыла то, что у нас 12 числа стартовал тайский Новый год, Санкран. Длится он до 19 числа. Это тайский Новый год. И кто не в курсе, можете пролистать мои видео к самым первым. И там показано, как его празднуют они местные. То есть это обливаются водой, как наши Иван Купала, другими словами. Только вот больше недели. В Бангкоке, по крайней мере, пока в том районе, где нахожусь я, оно не так ощущается, конечно, как в курортных городах. Паттайи, Пхукет, в провинциальных, городах. Там, из дома, конечно, не выйти. Вот Бангкок, столица, здесь как-то вот пока еще не ощущала. Встречала вечером, так, на байке проезжали с этими пистолетами, они продаются везде. В некоторых домах бассейны наполнены, но все-таки не так, как в маленьких городах. Для меня это классно. Вон, например, видите, бассейн. Его наполнят водой вечером. Будут сами плюскаться и обливать. И обливаться. Красота какая. Цветочки. Все мимо, когда по этим улицам прохожу мимо вот этого кафешечки. Надо будет потом зайти, проверить их десерты. Вот еще тоже чего только в Бангкоке не встретишь. Я, по-моему, в прошлом году первый раз увидела, что вот так вот петухов выгуливают в черте города. Люди, видите, делают им. Там вот у них поилочка, кормилочка, и вот они, пацаны на прогулке. Прикол, да? Но может быть кто-то из моих зрителей возьмет себе на вооружение этот метод. Может, кто-то живет
в городе, а хочет себе курочку или петушка. Так вот. Но переживает, как он будет без выгула, так скажем. Ну вот, видите, как можно. Шли-шли, наконец дошли. Почти дошли до парка, но самое крайнее мое видео, можете посмотреть, делала обзор парка бегового, который находится в моем районе. Но район, конечно, огромный. Мне сюда, чтобы дойти, это ни одна, ни две остановки в метро. Но тут есть вот храм, и люди сюда вечером приезжают, делают подношения, молятся. Это, а что там-то капает вот это? С крыши ничего не капает. Вроде. Что там бурлит? И вот тут такой канальчик. Ох, хорошо. Пройдемся с вами снова через парк. Вот, видите? Ой, пахнет мокрой травой, полили. Вкусно так пахнет. Вот это мокрой травой и пришибленной пылью. Мне нравится этот запах. Вот, видите? Вон оно. Метро. Поехал поезд. Я вот сюда хожу до этого района, до этих улиц, но что-то туда дальше не прошла. Видите, люди там на служении, на подношении. Сюда возле храмов люди продают, которые сидят. Цветочки, там какие-то атрибуты для храма. Вот, а на той стороне парк. Вечером тут красиво, вот эти огонечки. Сейчас в парке никого нету, потому что жара. Одна я прихожу только в такое время. Я опять себе не купила головной убор. Где паркинг для байков, велосипедов. Вон. А нет, смотрите-ка, есть люди. В прошлый раз не показала. Вот видите, вот этот пятачок, его наверху. Сейчас приближу, видите, вот это вот кольцо. И вот мужчины здесь играют. Вот они вверх подкидывают. Им надо ногами подкидывать, чтобы достать до... Короче, чтобы мяч долетел до этого кольца. Желательно, наверное, чтобы он туда, через кольцо это, но... Это уже, мне кажется, такой уровень, где просто допнуть. Красота, да, какая? Нет, вон люди гуляют. В беседочках сидят. Я думала, никого не будет. Но тут указано, видите, что запрещено. Собаки в парке запрещено. Вот это вот я не поняла. Наверное, рвать цветы в букеты, байки, курить и алкоголь. И вот какой-то стенд с новым указом. Может быть, какие-то вот к празднику указания. Видите, какая красота. Детские площадочки. Но детская площадочка небольшая, он все-таки предназначен такой для спорта, этот парк. Но тем не менее, вот вполне себе. Детям тоже есть чем заняться. И вот там, если посмотрите мой обзор, ну, последнее видео, там увидите, что очень большая спортивно-уличная площадка для детей. Вот видите, птиц тоже нельзя кормить, ну, чтобы не приручать. Чтобы не гадили. Вон там какое-то государственное учреждение. Ой, белка улетела туда в кусты. Ну, баранов мы сейчас опять не увидим. Ну, люди просто спят, отдыхают, работники. И кто ухаживает за растениями. Да, вон, видите, лежит. А что, умиротворить? А, нет, вот еще даже продолжение этой детской площадочки. Да нет, нормальная она, не такая уж она и маленькая. Вполне себе достойная. Очень даже.
там вот тоже беговая это, про эту она дорожка. Ну и парк, видите, какой красоты необычайный. Мне больше всего восторг вот эти вот мостики, поняли? Я говорю, за счет того, что вот в городе, ну в стране, в принципе, такой климат, да, что крась не крась, но после сезона дождей все равно будет вот такой вот эффект старины, так скажем. И вот в совокупности, вот если дальше, да, вот посмотрим, видите, это же вообще такая красота. Ну вот вообще, да, это же очень красиво, ребят. Вот, а когда уже жара спадает, здесь вот варанчики, черепахи можно встретить в большом количестве. Ну, пойдемте пройдем через этот мост еще раз. Говорю, ну хотя достаточно далековато от моего дома. Ну вот я сюда спокойно дохожу, даже в жару. А вон он, варан, подождите, увидели? Вон он, в воде. В воде, вон, видите? Вон он. Сейчас голова одна торчит. Он маленький. Вон он, видите? Вот. Он, видите, плавает. Но вот это прям очень маленькая особь. Поплыл. Вот ему жарко, видите? Что, к нам плывешь? Ну вот он маленький, это детеныш. А они прям такие огромные. Нет, он что-то крутится, вертится. Поэтому, ребята, приезжая в Бангкок, будьте уверены. Не только в Люмпине. Эти вараны, просто все обычно едут, знаете, в Люмпине. Там, это действительно замечательный парк в центре города. А что-то тоже АГГ. И как поют, да, и не боятся, смотрите, людей. Вот эти вот вообще скворцы. Или как кто они? Скворцы, да. А вот это вот что за... Вот это вот что за птица, кто знает? Я такую вот не видела. Она как бы не летает, она прыгает и не боится никого. Он и скворец тоже прыгает. Но тут четкие указания, нельзя кормить. Так вот, как бы, в принципе, в любом парке, я вот в предыдущем районе, в котором жила, если помните, такая длинная там набережная вдоль канала, и шла, и тоже там, помните, я орала, крокодил, крокодил. Так это не крокодил, это варан был. Ну, то есть даже просто можно встретить. Ой, люди идут все в поту. Ой, а там, видите, голубь он прячется. Где там дорожка? Вот они, вот эти вот площадочки. Ну, вот это мосты, конечно, моя любовь. Вот здесь место проходим. Оно маленечко хаотично выглядит. Здесь вот место для рабочих, они кушать сидят. И здесь вот их подсобные, как бы. Видите? Сюда привозят на высадку растения, ну, утилизированные, вон, списанные тренажеры, в общем, непригодный инвентарь. Ну, потом, конечно же, здесь все убирают. Вот, ну, вот, как бы, здесь такое место. Там тоже уличные тренажеры, там вот эти мостики красивые, все в цветах. Вот эти розочки, они так долго высаживают. И здесь тоже эти всякие растения. Красота. Думала, варан это камень. И тут можно увидеть варанов тоже. Они вот на вот этих вот досках бамбуковых. Ну не, конечно, они сейчас где-то прячутся. Им жарко. Вот это вот Царский мост, прям самый главный, красивейший. Вечером, когда здесь вот эти огни горят, все в подсветках, прям вид, фантастика. Ну и вот мы идем, собственно, вот в этот торговый центр, комплекс. Как бы центром его сложно назвать, потому что, ну да, там магазины есть. Вот Tesco Lotus, там тоже супермаркет. Но в основном там, конечно, это акцент на фудкортах.
Ну и спортзал там тоже такой, несколько этажей. Сейчас мы туда зайдем, выдохнем. Покажу вам фудкорты, если памяти на телефоне хватит. Ну вот, мы дошли до этого комплекса. Он такой огромный, кажется. Но что-то внутри он так не ощущается. Вот, тут даже есть он караоке, вывеска и IMAX кинотеатр. Вот, сейчас покажу вам. Видите, написано караоке. Даже есть, не знаю, он именно там или нет. Вот тут, видите, такое. А? Тень дедушка ловит. Но тут реально приятно, тут тенечек такой. Вон у людей рабочая атмосфера. Вон тоже у линии метро парковки для байков, велосипедов. На автобусной остановке. Начинается, конечно, с главных фастфудов. Вон сеты 150 бат, большие по 309 бат. Так, и я, наверное, где-то, буду... Я, наверное, где-то просто буду выключать звук. Цена на Макдональдс, да? Ну, какая приятная цена у этого сета. Тут есть какие-то магазины. Но в основном, я говорю, как бы, здесь сосредоточен честер, кондитерские. Это, конечно же, фудкорты. Здесь так же, как вот, ну, сделано под ресторан, под кафе. И вот такие буфеты. Цены, видите, какие приятные. Видите, какие вкусные для завтраков блинчики. Они стали делать и сытные тоже. В основном раньше, если лет 15 назад взять, они были только, ну, сладкие готовили. А сейчас, видите, какие завтраки классные. Рис с омлетами, с беконами всевозможными, добавочками, морепродуктами. Самое главное, смотрите, какие цены. Цены и порции. Я в прошлый раз здесь брала рыбку с рисом, и мне это 89 бат обошлось. Это ничего не превышает 100 бат в основном. Ну вот если только это, даже вот, нет, вот какие-то большие стейки, они могут быть дороже. Ну вот они разного даже, ну мясо, разные порции, разный вес мяса и цена. Блин, ну вот грин карри я тут тогда брала с рисом вкусный тоже по 75 бат. Это вместе с рисом, также том-ямы. Вот видите, она очень большой, это длинный фудкорт, очень разные блюда, практически вся тайская кухня здесь, даже десерты разные. И под кондиционером чистенько, уютненько, есть даже диванчики, какие-то местные сладости. Я их ни разу не пробовала, 50-60 бат. Интересные такие, да? Абсолютно.
И вот такой классный, суперский фудкорт. И чтобы вы понимали, цена, как у любой уличной макашницы. Как в любой уличной макашнице. То есть, ну, я не знаю, где еще дешевле. Тут цены, как на улице. Считается же, что в Таиланде самая настоящая кухня это вот в уличных местных кафешечках. То вот я вас проинформирую, что есть торговые центры, есть фудкорты в них. Есть специально вот такие прям огромные фудкорты, где цены точно такие же, как в уличных кафе, а может даже и дешевле. Вот буфет с сушами тоже. Можете спокойно поесть. Вон там у них карри. Я так и не поняла, у них такое-то карри нарисовано, не очень аппетитно. Это уже маленько другое, но вот смотрите, с лососем какие классные. Суши по 25 бат. По 20-25 бат, по 30 бат. По 10 бат попроще, по 15 бат. Всякие сладости. Ну, не знаю, в такую жару, конечно, приятнее. Вот видите, напитки 25 бат. Вот как на улице по 35 бат. На улице и то дороже. Вот, идя по улице, да, вот уличные вот эти кафе, там и то дороже. Видите, это есть прям такие кафешечки. Хотя в них тоже цены не сильно-то отличаются от того вот фудкорта, честно говоря. О, какая подача красивого мороженого у них, да? Смотрите, офигенная. Ну, нет, тут, конечно, подороже. Ну и все, я пришла в Tesco Lotus. Вот обзор на Lotus у меня есть в ленте, листайте. Это где-то год назад видео, кому интересно. Если интересно, бангкокские вот эти Tesco Lotus, потому что все равно отличаются, по продукции отличаются. У каждого везде свое. Тут даже в одном городе будут рядом стоять на одной улице одинаковые магазины, одинаковые марки, но продукция будет отличаться иногда прям колоссально. Цены, конечно, нет, но вот в целом продукция. Ой, курочка, гриль. Курочка там, гриль. У меня мама любила курочку гриль. Она там вертится, жарится она там. Вот готовенькую можете взять. Кстати, еще она по цене. Это кура. А, прикиньте, 139 бат всего. Здоровая курица гриль. Нормально, да? 129 бат. Обалдеть. Так, ну все. Пишем. Что вы думаете? Пишем комментарии, ставим лайки, делаем репосты, ребят. Ну вот и мы с вами ходили, бродили и сели поесть. Блин, сказала чуть-чуть спайси, а мне нахреначили, я просто вижу прям до хрена этого перца. В общем, сейчас вам покажу, это мой любимый рис с морепродуктами. Там можно с яйцом, ну что-то они яйцо до хера посчитали. Морепродукты стоят, рис с морепродуктами 75 бат, хотя там и яйцо экс написано, они там 80. Он мне посчитал 140, причем понял, что ну, меня не обмануть, тоже будьте аккуратны. И такой, главное, пишет 140 бат. Я такая, ну, типа, почему вы так считаете? Вот, говорю, have a price. И он такой мне говорит. У меня такой, типа яйцо. И что, блин, камон, жареное яйцо стоит почти 75 бат, ну вы что? Короче, и такой взял это яйцо, вот это вот яйцо убрал. Это вот заведение, где я брала, видите, с рисиками. И, короче, дабл, ну, типа, хотел по даблу посчитать 75 and 75. Ну, камон. И такой, типа, яйцо свое убрал. Ну, что, яйцо жареное 75 бат, что ли, стоит? Ну, бред какой. Я понимаю, что цены так маленькие, но как-то, ну, когда тебя просто, потому что ты иностранец или турист, хотят нагреть в 2 раза, не очень-то приятно. Сейчас вам покажу, что я взяла. И, кстати, вот напиток, там, дальше 25 бат.
Вот это вот блюдо. Я люблю, это очень вкусно с морепродуктами. Но просто, как они мне хотели посчитать дабл, вот это вот заведение, вот видите, они мне хотели посчитать дабл. Вместо 75 бат они мне посчитали 140. Ну, как бы, не знаю, посмотрим, вкусно это или нет. Ну, в общем, что я хочу сказать по этому поводу. В общем-то, да, они меня маленько обмануть. Хотели в 2 раза посчитать почти. 140-75 стоит. Ну, яйцо там даже если в допинге, ну, бат 15. Если взять, если это дополнительно там какая-то. Ну, короче, вот так вот они решили поступить. Ну, надо отдать должное, что, ну, как всегда, вот это мой любимый рис с морепродуктами. Он, конечно, очень вкусный, ребят. Будете в Таиланде, обязательно пробуйте местную еду. Она очень вкусная. Острая, но вкусная. Вот я любительница острой пищи, прям любительница. Иногда бывает очень-очень остро, ну, тебе настолько вкусно, что ты не можешь остановиться. Вот это как раз тот случай. Ну, несмотря на то, что они такие козявки, хотели меня обсчитать. У меня не то финансовое положение. Я понимаю, что как бы там, это, ну, и так дешево. Ну, 140 бат, ну, это цена, ну, в кафе нормально. Вот, они на фудкорте. Вот, такая вот история. 75 бат. Плюс-минус на рубли, ну, на 3 умножайте, это сколько получается, грубо говоря, там. Если по 100-300, это там что-то, короче, ну, реально 75 на 3 сколько будет? Ну, на 2 это получается там 150, ну, 200,